Привет! Пройдемся по городским рынкам. Сейчас вы наблюдаете, как готовится жареное мороженое. Жареное оно, конечно, условно, просто процесс напоминает жарку. На деле поверхность не горячая, а очень холодная. Получается супернатуральное мороженое из молока или сливок и любых фруктов. Стоит 50-80 бат, в зависимости от ингредиентов. Очень вкусный и полезный десерт. На самых обычных рынках, естественно, можно найти рыбу. В некоторых местах вам ее сразу могут приготовить. Овощи, специи, всевозможные травы и коренья. Также здесь можно найти свежие морепродукты. Очень много всего жареного, вряд ли полезного, но точно вкусного. Тут у нас, как всегда, шашлычки, спрингроллы, всевозможные шпажки с мясом и морепродуктами и даже яйца на гриле. На рынке можно увидеть, как делают тростниковый сок. Он очень сладкий и супер полезный. Это популярный напиток в азиатских странах. Если верить интернету, диабетикам можно смело его пить. Такой сок используют в качестве самостоятельного напитка со льдом или добавляют в коктейли и лимонады. Помимо рынков, фрукты можно найти прямо на дороге. Здесь, например, мы часто брали ананасы. При желании можно купить ананасы уже очищенные. Один ананас стоит 25 бат, 4 за 100. Продавец помогла выбрать ананас. Спелые более желтые и ароматные. Их нужно съесть в ближайшие дни. На вкус они похожи на консервированные, очень сладкие и сочные. Конечно же, отличаются от тех, которые мы покупаем у нас на родине. Ананасы с более зеленым окрасом могут храниться еще несколько дней и доспевать. На рынке фрукты стоят подороже, чем в магазинах, но они более спелые и вкусные. Здесь мы отдали 145 бат за драконий фрукт, пару крупных манго и связку бананов. Сейчас это 240 рублей. На рынках Таиланда можно найти более 1000 видов манго, 2 вида питахая, авокадо, мангустины, маракуйя, ланганы, танжерины. И, конечно же, многие из нас не представляют отдыха на море без прохладного кокоса. Мало того, что он вкусный, он еще и дико полезный, содержит в себе кучу микроэлементов, улучшает обмен веществ. И стоит на рынке он всего 20 бат. Мы решили попробовать открыть кокос самостоятельно. Это вполне выполнимо, если есть подходящий нож. Ну вот, можно добавить лед и пойти к бассейну. Давайте попробуем некоторые фрукты с местного рынка. Это саподило. На вкус очень сладкое, что-то среднее между хурмой и фиником. Обязательно проверяйте спелость, незрелые плоды сильно вяжут. Это чомпу, оно же розовое яблоко. Напоминает яблоко или грушу, мне почудился еще привкус сельдерея. Не имеет сильно выраженного вкуса, зато отлично утоляет жажду. А еще он является одним из самых диетических продуктов и содержит очень много витамина С и В. Ланган напоминает более знакомый многим личи. У него сочная мякоть, по вкусу немного напоминает виноград, дыню, имеет мускусное послевкусие. Тонизирует организм, снимает усталость, считается, что замедляет старение. Косточку есть нельзя, она содержит токсины. С манго, думаю, все знакомы. Мы решили взять непривычный для нас зеленый. Попался не совсем спелый плод. Послевкусие напоминало круглые желтые витаминки, которые, помните, нам давали в садике? Ревит, кажется. Вот этот стручок – это тамаринд. Под плотной скорлупой мякоть, напоминающая финик, но с кислинкой. Внутри ряд твердых косточек. Его добавляют во многие острые тайские блюда. И лапшу пад-тай делают с соусом именно из тамаринда. Тоже содержит много витаминов, полезен для пищеварения, считается, кстати, сильным женским афродизиаком.
А это мой любимый мангустин. Очень симпатичный фрукт. Если собираетесь его есть не дома, открыть его можно вот таким способом. Посередине постепенно проминать кожуру, пока она не расколется. Мангустин является источником важных микро- и макроэлементов, укрепляет иммунитет, предупреждает развитие раковых клеток. Внутри вас ждет на вид чесночок, а на вкус микс из персика, клубники, ананаса, он буквально тает во рту, но в одной из долек скрывается косточка. А это питахая, она же питая, она же драконий фрукт или драгонфрут. На рынках Таиланда встречается белое и красное. Красное немного дороже. Это довольно интересный фрукт с ненасыщенным сладковатым вкусом. Многим кажется пресноватым или безвкусным, но дайте ему шанс. Здесь есть легкая кислинка киви, слегка напоминает арбуз, инжир, мякоть очень интересная, хрустящая и нежная одновременно. Маракуйя или passion fruit. На вкус кисло-сладкая. Напоминает крыжовник или киви. А на мой вкус, опять же, она слишком кислая. Я всегда добавляю немножко меда. Это, конечно, далеко не все фрукты Таиланда. Остальные покажу в другой раз. Спасибо, если подписались на канал.